Сегодня я расскажу вам о Кортине и ее окрестностях. Это замечательный город на севере Италии, столица Доломитовых Альп. И поможет мне в этом погода. Солнце, туман. Наконец-то вершины гор открылись. Но озеро Мизурино все еще окутано. Если взглянуть свысока, кажется, что на озеро сходит снежная лавина. Как-то волшебно и одновременно страшно. Хочется удалиться. Мы покидаем отель и движемся. Пока еще никуда не движемся. Останавливаемся. Мы еще не все здесь увидели. Эту волшебную игру света нужно запечатлеть на память. Сегодня довольно холодно. Снег, выпавший 2 дня назад, искрится на солнце. Отлично, что дороги расчищены. Спасибо тем, кто содержит их в порядке. Для меня, как водителя, это большой подарок. Здесь можно ехать с уверенностью, что не влетишь в яму за поворотом или недочищенный участок без предупреждения. Всего 20 минут, и мы паркуемся у начала тропы. Здесь есть стенд с указанием маршрутов по национальному парку Доломиты Дампеццо. Мы хотим прогуляться к озеру Сарапис. Тропа длиной 5 километров 200 метров. Этот поход занимает приблизительно 2,5 часа в одну сторону с перепадом высот 200 метров. Взяли с собой для надежности трекинговые палки, водичку и пару шоколадок. Обычно в конце тропы стоят рефуджио. Это небольшие домики или хижины, где можно найти приют и еду. Когда вы идете на тропу, посмотрите, какие там рефуджио. У них есть сайты, где указаны даты открытия-закрытия. Но все же для надежности напишите им. Они оставляют свои координаты на сайте. Вначале тропа довольно простая. Мы идем не спеша, останавливаемся, делаем фото. Я высматриваю хоть какую-то живность. В наших походах, когда мы были в США, всегда встречались любопытные особи от самых мелких бурундучков до самых крупных оленей и медведей. И тут я слышу громкий топот. Это не олени, не кабаны. Спешат люди, выстукивая мощными ботинками. Мимо нас проскочили охранники Папы Римского. Так я называю рослых парней. Когда я была в Ватикане, обратила внимание на высоких мужчин в полосатых красно-сине-желтых камзолах. Оказалось, что это швейцарские гвардейцы, охраняющие папу. По правилам, им должно быть от 19 до 30 лет. Они должны быть неженатыми католиками, иметь среднее образование, пройти службу в швейцарской армии, их рост должен быть не менее 174 сантиметров. Им запрещено носить усы, бороду и длинные волосы. Не знаю, кто эти ребята были на самом деле, но бегают они быстро. Мы еще до финиша не докарабкались, а у них уже скачут назад. Еще люди. Здесь уже прям такая летняя погода, очень тепло. У всех разная физическая подготовка. Для меня в походе важна удобная легкая обувь и одежда по погоде. И чтобы в спину не дышали. Поэтому пропускаю вперед себя, более сильных, и выдерживаю дистанцию от пыхтящих, сопящих зануд. В целом на пути к озеру откровенно сложных и каких-то страшных участков для меня не было. Поход к озеру относится к средней и местами выше средней сложности. Сам маршрут довольно разнообразен. Местами тропа очень узкая. Встречаются участки с металлическими лестницами, и даже для страховки используются стальные тросы. Иногда приходится лезть по скалам, но специального снаряжения не требуется. Сюда я бы не рискнула брать малышей и не советовала людям, которые сильно боятся высоты и обрывов. Людей с питомцами встречали. Причем, чем ближе к озеру, путников больше. Вокруг все завалено снегом. Ощущается как-то прохладнее, чем ранее. Прошу знакомиться. Знаменитое бирюзовое озеро Сарапис. Цвет слегка угадывается. Так уж нам повезло. Немногим это удается увидеть озеро, покрытое льдом, потому что зимой тропа к нему закрыта, а весной, когда тропу открывают, льда на нем уже нет.
Кстати, весь наш путь от парковки сюда занял чуть более 3 часов. Что оказалось сложным? Найти уединенный уголок для посиделок и фото. Камни уже заняты. Кажется, под нами хвойное дерево, и под его ветвями кто-то живет. Не хочется провалиться. В такие солнечные дни, если озеро не покрыто льдом, многим бы хотелось искупаться в нем, поплавать на принесенной с собой надувной лодке, порыбачить, развести костер, установить палатку, но все это здесь запрещено. Идите в Рефуджио со своими желаниями. Там есть туалет, напитки, еда и ночлег. Сегодня работали только первые 2 пункта, а еще можно было купить сувениры. Многие, кто сюда смог добраться, делают фото на память на фоне гор высотой более 3000 метров. Место очень красивое, но рекомендовать его всем не могу. Если у вас есть проблемы с сердцем или болят ноги, то их стоит поберечь. А смелым и решительным в путь! Обратная дорога хоть и вниз, но не значит легче. Узкие обрывистые участки никуда не делись. Плюс накопилась усталость, да, еще и растаявший снег местами превратился в лед. И даже опытным и подготовленным туристам без кошек сложно преодолеть скользкие участки. Что бы я здесь делала без палок, вообще не представляю. В горных походах это обязательная вещь. Ужас, я там нашла даже кровавые следы. Кто-то, наверное, очень сильно ударился. Ой-ой-ой. Кажется, что вроде бы просто, но на самом деле здесь очень такие скользкие участки, и можно лететь, удариться. Когда мы шли, мы этого не видели. Давно мы так долго пешком не гуляли. Чувствую, что завтра мои ноги замучает крепатура. Нужно будет их попарить. Мы шли, мы этих мухоморчиков не видели. Все было в снегу. Снег оттаял. Мухоморы проснулись. Это пара перед нами заметила. Интересно, какой номер муж забронировал на сегодня? Я практически никогда заранее не знаю, куда мы едем, в каком месте будем останавливаться на ночлег, какого размера будет номер. Мне нравится эффект сюрприза. Если уж полная гадость, муж сообщает. Это же лучшее! Это же лучшее, что есть в округе! Сегодня я надеюсь на лучшее. Мы ночуем в столице Доломитовых Альп, Кортина d'Ampezzo. Отель расположен всего лишь в 2 километрах от центра. Он один из самых стильных и престижных в этом регионе. Был спроектирован архитектором Фабиано Каприоти, который является автором почти всей сети Булгари в мире. Начиная с отеля в Милане. Фасад является интерпретацией большого традиционного амбара здешних мест. Для внешних и внутренних отделок использовались местные материалы. Лиственница, доломитовый камень, вареная шерсть. В отеле имеется уютнейшая спа-зона на 1000 квадратных метров, включая большой бассейн. После нашего многочасового похода нам спа-зона будет очень кстати. Нас встречает бокалом хорошего просекко. Идем смотреть номер. Дети, показываю, как выглядит наш номер. Папа первый сходил, приходит, говорит, да ладно, такой себе номерочек такой. Я так понимаю, что он специально хотел, чтобы я удивилась, поэтому так и сказал. Смотрите, у нас есть гостиная, у нас есть спальня, у нас есть ванна, душевая. Сейчас покажу вид, какой у нас из окошка. Та-ра-тарам-та-дам. Вот такая красота у нас. Поели, попили, посветили закатом спать. Маруся, быстрее, быстрее! Что ж случилось? Почему не сказать сразу все, что он хочет? На балкон. Там рассвет очень красивый. Сними его на память. А я тебе пока кофе приготовлю. Как же я не люблю вылазить из теплой постельки ранним утром и сразу на холод. Но вот почему муж сам не сможет поснимать рассвет? Это ж так просто. Поставь штатив, настрой параметры, прикрепи фильтр. Нажала кнопочку. Все, камера сама снимает.
Вечная «Маруся, вставай!» Правду же сказал? Действительно красиво. У нас в номере длинный балкон под всеми окнами. Можно фотографировать на разные стороны. А из этого окошка вид как картина. А мы картина Дампеццо. Кортина пишется через О. Означает небольшое поселение, а все название вместе – городок среди елок. Как-то так я поняла из итальянских источников. Я уже взбодрилась весьма свежим воздухом и чашкой ароматного эспрессо. В постель я уже не полезу досыпать. Погода чудесная, надо ловить момент. Пики гор уже отчетливо видны, долины не затянуты туманом. Хотим сегодня подняться повыше, преодолеть несколько перевалов, увидеть очаровательные деревушки и успеть подняться на подъемнике на несколько вершин. Как меня радует эта дорога. Все так симпатично вокруг. И ехать легко, пока не упрешься впереди едущий автобус. Какой-то необгоняемый. Сверни уже куда-нибудь. Вот так ехать проще. Мы уже повыше, по краям дороги начал встречаться снег. А на перевале все в снегу. Искрится на солнце, слепит глаза. Солнцезащитные очки 100% нужны. И лицо кремом намазать обязательно. Ощущение, словно ты на пляже. Мы находимся на высоте 2236 метров. Это перевал Джау. Он соединяет коммуну Коле Санта-Лючия с картиной Дампеццо. Когда-то, сотни лет назад, здесь проходила граница между Австрийской империей и Священной Республикой Венеция. Перевал круглогодично проходим для автомобилей, автобусов и грузовиков, в отличие от перевала Фальцарего, который мы увидим чуть позже. Однако в зимний сезон некоторые участки этих дорог могут быть завалены лавинами. Несмотря на постройку противолавинных туннелей, опасность застрять в пути существует. Еще этот перевал является легендарным среди велосипедистов из-за его сложности. С западной стороны длина подъема составляет 10 км, 29 поворотов со средним уклоном 9 градусов. Этот перевал более 10 раз входил в маршрут Giro d'Italia. Вот это самая высокая и красивая вершина Аверау высотой почти 3000 метров. Ну что, прокатимся вниз, посчитаем повороты. Как вы помните, их 29. Удобно, что они пронумерованы, и едешь и прикидываешь, когда эта тошнотворность закончится. Кстати, номера стоят не на всех, а только на крутых U-образных поворотах. Снег остался позади, здесь и намека на него нет. Сочная трава и цветы, словно весна. Мы опустились с перевала более чем на 800 метров. Живописная коммуна Коле Санта-Лючия расположена в долине Фодом. Проживает здесь всего 339 жителей. Интересный факт. За 1000 лет своей истории это поселение успело побывать в составе графства Изарко, княжества Брессаноне, подчинялось епископу Новочелло, входило в состав Венецианской республики, было частью австрийской короны, графства Тироль, княжества Тренто, королевства Баварии, затем перешло к Наполеоновскому королевству Италии, германского Тироля, Австро-Венгрии и, наконец-то, стало частью объединенной Италии. Бурная история у маленького затерянного в горах клочка земли. Церковь Санта-Лючия датируется XVI веком. Изначально была построена полностью в готическом стиле, но в 1753 году молния ударила в колокольню. Пожар полностью уничтожил церковь и даже расплавил колокола. На протяжении следующих 100 лет церковь была отстроена заново в стиле барокко-рококо. Горный пьянящий воздух. Нужно собраться и вновь по серпантинам к следующему перевалу. Знакомый красный автобус. Это хорошо, что он сделал остановку. Не нужно за ним тянуться. За полчасика мы добрались до перевала Фальцарего. Есть возможность подняться на вершину горы на такой красивой ярко-красной гондоле. А до гондолы же еще дотопать нужно по ступенькам. Сильнейшая крепатура в ногах после 7-часового похода. В сауну вчера мы так и не пошли парить ноги. Хожу, ною и надеюсь, что мы найдем на это время.
Гондола чуть дольше, чем за 2 минуты, преодолела перепад высот 650 метров. И мы оказались в альпийском приюте Лаго Цуой. Такой маленький. Солечка такая. Кружечка. Здесь высоко. Ощущаю разряженный воздух. 2752 метра. Хотела прогуляться по тропе, даже делая маленькие шажочки. Мои ноги скользили. Не нужно было забывать трекинговые палки в машине. Сегодня мы без палок решили немножечко подняться. Тут так немножко почищено, немножко снежно. Ну, пока что подниматься можно. Вот такой красивейший вид. Очень красивые горы, прям очень-очень. Доковыляла обратно до смотровой площадки. Сегодня роскошная погода для обзора всех окрестных вершин. Это место знаменито своими панорамными видами. Вон там находится самая высокая вершина в Доломитовых Альпах – Мармолада. Ее высота 3343 метра. Приют Лаго Цуой, он же хижина, он же рефуджио, убежище, один из 12 и при этом самый высокогорный на знаменитом пешем пути Альтавия номер 1. Это классический маршрут длиной около 125 километров, плюс подъемы и спуски занимает около 7,5 километров. Обычно туристы проходят его за 12 дней, начиная у озера Брайс и заканчивая в городке Белуна. Выносливостью этих хайкеров с килограммами за плечами я восхищаюсь. Так долго ходить пешком я не люблю. Мы на гондоле вниз. Здесь рядышком есть еще один красивый перевал Вальпарола, который ведет в долину Бадия. Но он в этом сезоне был перекрыт. Велись ремонтные работы. Вот когда у тебя есть дорогая, роскошная спортивная машина, нет, не так, дорогой роскошный автомобиль, тебе интересно не просто по городским дорогам, а по горным дорогам его испытать, себя показать, насколько ты молодец. Вот Porsche, Mercedes, Ferrari, Aston Martin. Ух, так, а это кто? Ну, я дикарь, я не знаю, что это за машина. Это Lamborghini. А Макларена такое название? Вот. Ух, какой спорткар. Есть владельцы автомобилей, а есть такие, как я, чужую машинку. Фотографируют, снимают со всех сторон, потому что прям очень красивенько. Доехали до одноименного озера треугольной формы. Мы сегодня немножко клячи непоходные. Издалека глянули и собрались ехать дальше. Ух, какие машинки! Любо-дорого посмотреть. Очень эффектное дополнение к заснеженным горам. Да, не каждый раз повезет такое увидеть. Это тетечка случайная. Ну что, еще один перевал? Думаю, на сегодня достаточно. За день мы накатались и увидели много нового. Уйма впечатлений. Это был самый солнечный, яркий день за всю нашу поездку по Альпам. Через полчасика доберемся до отеля. Мои ножки точно заслужили отдых за эти 2 дня. Наконец-то добрались до спа-комплекса в нашем отеле. Он пуст. Мы одни.
огромный бассейн. Я пошла искать сауну. Встретимся на ужине. Ресторан. Показываю меню. Порш. Что Порш? В ресторане нашего отеля сегодня оживленно. Ужинает группа Порш-лаверов. Кажется, с этими сеньорами мы уже сегодня встречались на перевале. Еда была вкусная и вино отличное. Что это? Мой муж храпит по-другому. Страшно. Но я проверю. Наверное, кто-то из рогато-копытных. Чуть подсветила фонариком и увидела олененка, но звук этот принадлежит более крупному рогатому озабоченному оленю, орущему из темноты. Дождь начался еще ночью и продолжает накрапывать. Зонтик нам в руки и на прогулку по картине Дампеццо. Центральная часть города – это пешеходная зона. Мы много раз проезжали вокруг нее. В этот раз оставили машину на паркинге и пошли смотреть центр. Первая небольшая церквушка Сан-Франческо на нашем пути. Представляет собой небольшую часовню, принадлежащую семье Костатино. Невзрачный на вид, она впервые упоминается в конце XIV века. За прошедшие века практически не изменилась. Фрески того же века представляют несомненный художественный интерес. Собаки гуляют в одежках, довольно сыро. Мне периодически хочется зайти куда-то в помещение, чтобы укрыться от ветра и согреться. Церковь всегда уютна. Это посвящена Богоматери-защитнице Мадонне делла Дифеза, глубоко почитаемую в Ампеццо благодаря чудесному спасению города от чумы в 1412 году. Внутреннее убранство церкви, построенное в 1750 году, богато украшено статуями, картинами, полихромным мрамором и сусальным золотом. Архитектура этого очаровательного городка отражает как альпийские традиции, так и сочетание элегантности и роскоши. Это не просто набор зданий, а симбиоз вековых традиций, горного ландшафта и современного стремления к роскоши, что создает уникальную атмосферу королевы Доломитовых Альп. Такое прозвище картина Дампеццо получила в конце 50-х годов прошлого века, после того, как получила всемирную известность как столица зимних Олимпийских игр 1956 года. Многие знаменитости часто бывали здесь. Также картина присутствует в некоторых известных фильмах того времени. «Розовая пантера» 1963 года с Клаудио Кардинали. Che tu chiudi fra me e te. Здравствуй, любий. Мій янголе. А тим часом у Кортіно Дампеццо. День покаяния 1973 года. Другое название – «Пепельная среда» с Элизабет Тейлор.
«Любовники» 1958 года Жанной Моро. Это нервное. Я вижу бурого медведя. Давно это с ней? При подъезде к дому. Анри Турнье, ее муж. Это я уже понял. Эти кинокартины той прекрасной эпохи, когда женщины выглядели элегантно. На экране они блистали в нарядах от Бурендина, Ив Сен-Лорана, Диор. Эти другие фешенебельные магазины можно найти в городе, но не все они открыты днем. Ох уж эти итальянские графики работы. Приходится поедать глазами витрины во время репозо, традиционного послеобеденного отдыха. Отвлеклась. Я ж вам про Джеймса Бонда еще не рассказала. На этих улицах и в окрестностях картины Дампеццо снимали сцены 12-го фильма о знаменитом шпионе под названием «Только для твоих глаз». Отправьте их на похороны. На смену пасмурному дню пришло солнечное утро. Если бы я еще раз собралась побывать в картине Дампеццо, выбрала тот же самый отель «Фалория». Уют внутри, по соседству с природой. Самые красивые рассветы и закаты у меня получились на видео, не выходя из номера отеля. Наши ноги уже в порядке, и мы готовы к следующему походу. Итальянцы говорят: увидели овечек, остановитесь и помашите им. Это к деньгам. А если козлам помахать, то сил для горного восхождения прибавится, они нам понадобятся. А осла махать будем? А лучше не нужно. Вдруг это плохая примета. Сегодня мы отправляемся на Лаго Федеро. Это озеро должно хорошо смотреться в осенних красках. Путь к нему от парковки 4,5 километра в одну сторону с набором высоты более 500 метров. Это почти что 2 раза подняться на Empire State Building. Тропа к озеру проходит через хвойный лес, горы и бурные потоки. Увидеть конечную точку, куда нам нужно подняться, невозможно. Еще и туман налетел. Все время идешь то вверх, то вниз, постепенно набирая высоту. Иногда на развилках встречаются указатели. Нужно быть внимательным, чтобы не свернуть на тропу, рассчитанную на несколько дней. Высота 1845 метров. Сейчас покажу. Вот оттуда мы пришли. Если пойти в ту сторону, там даже есть какой-то домишко с лавочками. Наверное, в хорошую погоду там можно... Нет, я так понимаю, что это пожить можно. Или что-то вроде кафешечки. Ладно, люди уже поднимаются наверх. Еще 200 метров наверх. А потом уже вроде как по прямой надо будет топать. Заблудился, находился через неделю. Оп! И ты уже продвинутый хайкер. Наша дружная компания, и есть один планер, за которым нужно все время перепроверять. Наклонись аккуратненько, вперед. Нам сюда. Устал? Попей водички, мой ненаглядный. Будь внимателен, только на гусеничку не наступи. Поднимайся резвее, только не упади. Здесь вид головокружительный.
Внизу долина и городок Кортина со всеми близлежащими деревнями. А это вид на Чинкве-Торе, к которому мы поднимемся завтра. Еще совсем чуть-чуть, минут 30 уже по ровной тропе, и мы у озера. К сожалению, утреннее солнце скрылось за тучами. Ну что ж, будем довольствоваться тем, что видим. Озеро Федера расположено на высоте 2038 метров у подножия горы Крода-да-Лага и не имеет естественных притоков. Несмотря на это, уровень воды остается практически постоянным на протяжении всего года. К сожалению, главная красота гора Бека-ди-Мецоди скрылась за тучами. Это самая высокая вершина во всем регионе Ампеццо высотой 2603 метра. Знаменита своими сложными маршрутами для скалолазания. Озеро можно обойти вокруг, что я и сделала. Мы с мужем договорились на время разойтись по разные стороны и встретиться в договоренное время. Мне так спокойно, когда они поторапливают. Могу рассматривать все, что считаю нужным. Наше место встречи – Рифуджио Крода-да-Лаго. Оно принимает постояльцев на ночлег с 15 июня по 30 октября. Это одно из самых старых убежищ Доломитовых Альп, построенное в 1901 году и первоначально носило немецкое название Барбария. Но после Второй мировой войны было переименовано в честь Джанни Пальмиери, знаменитого командира партизанского отряда, обладателя высшей итальянской воинской награды, золотой медали за доблесть. Сейчас этим убежищем управляет семья Альверо. Мы заказали гуляш, согрелись и выдвинулись в обратный путь. Делали остановки, чтобы передохнуть и поглазеть вниз на картину. Туман развеялся, видимость стала лучше. Обратная дорога уже была известна, и мы бодрячком спешили к парковке. В таких долгих походах вверх я всегда переживаю за своего мужа. Дойдет ли он, не свалится ли в пропасть, не подвернет ли он ногу. А если что случится, кто его донесет до машины? Ну и без этих травм он всю дорогу бурчит. Зачем я сюда пошел? Ой, мне тяжело, у меня лишних 25 килограммов веса. Это все равно, что в животе второклассник сидит. Почему ты, Маш, меня не отговорила? Но в конечном итоге всегда доходит, как бы тяжело ему не было. Молодец. Спортивный ты мой. Как бонус за то, что он такой молодец, дошел и не умер, попросил меня еще раз заехать на перевал Джао. Зачем нам туда? А вдруг там не так, что-то по-новому? Аргумент нашел. Ну что ж, выполню пожелание пана спортсмена. Ехать всего 12 минут, и действительно, здесь совсем по-другому, чем 2 дня назад. Снег куда-то испарился, и люди тоже. Мы одни на парковке. Ты доволен? А теперь куда барин изволит? Барин пожелал негрони. На утро мы со всем своим багажом едем через перевал уже в новое место ночевки. Последние взгляды на картину хороша. Сегодня середина октября. Подъемники в этом регионе закрываются на профилактику перед зимним сезоном. У каждого своя дата. Тот, на который торопимся мы, работает последний день. Это кресельная гондола. Поворачивайся к ней спиной и ждешь, когда она подхватит тебя под попу и унесет выше елок к самым скалистым обрывам. Верхняя точка подъема – Рифуджио Перскоятоли, приют белки. Этот альпийский домик открылся в 1969 году и знаменит своей впечатляющей террасой с видом на одну из самых известных достопримечательностей Доломитовых Альп – Чинкве-Торе, 5 вершин.
Когда вы ищете в интернете фото доломитовых гор, почти наверняка в поиске будут эти виды. Их характерная форма делает эти скалы мгновенно узнаваемыми среди любых других близлежащих вершин, поэтому они так популярны. Тропа вокруг этих вершин доступна как летом, так и зимой. Наверху мы застали снег, словно попали в зиму, хотя всего лишь середина октября. Мы опять разделились, муж остался на террасе, а я выдвинулась на прогулку. У меня с собой не было трекинговых палок, но я отважилась и без них посеменила ножками вниз по узкой, протоптанной одного человека тропе. Она перешла ступеньки. По ним я и дошла к музею Первой мировой войны под открытым небом. Это оказались окопы и бункеры, в которых солдаты укрывались в течение 3 лет, пока Италия и Австрия решали, кто здесь главный. Ненавижу войны, хотя помнить о них надо. Муж ждал меня внутри приюта Белки. Еда выглядит аппетитно, горячий суп минестроне, спасение для замерзшего человека, ну и, конечно, вкусное красное. Надеюсь, в этом путешествии мы больше снега не увидим.